Здравия всем подписчикам и зрителям моего канала. В этом видео я предлагаю вспомнить, какая была история во времена Ивана Грозного, потому что во его времена они помнили про историю славянского народа протяженностью в 5300 лет. При этом, читая послание второе шведскому королю Юхану III от Ивана Грозного, мы видим, что он совершенно не воспринимает Швецию как какую-то исторически важную землю. Вот что он пишет. «Ты пишешь свое имя впереди нашего, это неприлично, ибо нам брат Цезарь Римский и другие великие государи, а тебе невозможно называться им братом, ибо шведская земля честью ниже этих государств, как будет доказано впереди». То есть Иван Грозный связывает себя с Римской империей, с как раз с родственными связями. А это тоже так и было. Современные историки, которые являются последователем трех изначальных немцев, которые выдумали на пустом месте российскую историю, причем их выдумка, которая официально называется одна из научных теорий, была много раз опровергнута, в том числе и Ломоносовым. Но она до сегодняшнего дня, не имея никаких подтверждений, кроме теорий, считается чуть ли не основной. Притом все, что было во времена еще Ивана Грозного, и после него множество честных ученых доказывали это, в том числе и Ломоносов, забыто. В этом же видео мы снова почитаем эти документы, которые докажут, что действительно настоящая история у нас начиналась как минимум 5300 лет назад, после глобального потопа, которого мы знаем как Ноев потоп. И надо нам это, потому что тот, кто не понял свое прошлое, вынужден переживать его снова и снова. И, к сожалению, эти катастрофы, они периодически, они снова повторятся. Тоже писал Мавро Арбини в своей книге «Славянское царство», которую он написал в 1606 году, причем на итальянском языке. То есть он, используя древние источники, и пишет вот что. «Русская империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетием держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Египтом, Македонией, Персией, Грецией, Иллирией, Моравией, Шлёзской землей, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами и землями». Все прекрасно об этом знают. И все прекрасно знают, что примерно 5300 лет назад от нашего времени произошел глобальный потоп. И после этого глобального потопа те, кто выжили, начали распространяться по земле. А кто же выжил? Если верить немцу, его книге, которая была изначально написана на немецком языке в 1744 году, Дрюмелю и Огану, то скифы, народ после Нового потопа, они предки россиян. То есть, опять же, немец на немецком языке пишет, подтверждает, основываясь на документах и исследованиях, что все действительно так и есть. Поэтому у нас таких книг, которые это подтверждают, тоже было огромное множество. Перед вами Киевский синопсис. Книга 17 века. Как раз она содержит общие данные по предыдущей истории. Написано, как вы понимаете, в Киеве. И где же они берут начало древнего славянского народа? Они берут начало от патриарха Ноя и трех его сыновей. Сима, Хама и Иофета. Притом это не совсем сыновья, это понятие. Например, Иофет это толкуется как расширение. То есть народ, получивший максимальное расширение. То есть после потопа земля была разделена на три части. Первая Азия, вторая Африка, третья Европа. Симу досталась Азия, это персы и ассиряне. Хаму Африка, это Египет и Муринская земля. А Фет уже достали все страны на запад и полуночь, лежащие в Европе. То есть этот Афет есть прародитель, отец всех европейских, то есть белых народов. Они об этом прекрасно знают. И если мы посмотрим на археологию, то вот так выглядели фараоны, например, Египта 4 династии. Это примерно 2600 лет до нашей эры. Но самое интересное, что наука подтверждает, что действительно 5300 лет тому назад произошла какая-то глобальная катастрофа. Потому что династии в Египте появились примерно 5200 лет тому назад. То есть после какого-то глобального катаклизма. До этого в Египте, кстати, правили боги. И правили они многие тысячи лет.
Но то же самое происходит и с греками. Потому что если почитать, кто там прародитель греков, оказывается, что тоже Япет или Афет. Опять же, он родил сыновей. Один из которых был, например, Прометей. Он же скифский царь. А, например, сыновья Иофета, например, Иван. Он же Яван, Юнан, Йон. Откуда этот Ной в том числе. Обратное просто прочтение. Откуда те же ионийцы. То есть греки произошли от Иванов. То есть опять же от белых людей, от скифов. Это все прекрасно известно. Ну, кстати, там же замешан и Тартар, например. То же самое прекрасно знали еще в середине 19 века. Это потому что Федор Тютчев пишет стихотворение «Русская география». Москва и град Петров, и Константиновград, вот царство русского заветные столицы. Но где пределы мы, где его границы? На север, на восток, на юг и на закат. Грядущим временем судьбы их обличат 7 внутренних морей и 7 великих рек. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское не придет вовек, как то привидел дух и Данил предрек. То есть география совершенно другая, чем та обрезанная, которая вам дают. То есть они об этом прекрасно знали. Тот же киевский синопсис четко пишет, что о народе русском. Русские или российские народы – это же суть славяне. У них единый отец Афет и язык тот же самый. Славяне не потому, что от своих славных дел прозвались и приобрели себе как бы это славное имя. Но со временем они расселись по многим странам и назвались россияне. То есть рассеянные, россы, россияне. Плюс название Росов также соответствует городку Русы, который лежит недалеко от Великого Новгорода. Росы имя от древних времен свое получили, так как на большей части света по многим различным странам расселись над Черным морем, Евскидским, Танаисом, Доной, Волгой, Днепром, Днестром и многими другими реками. И то же самое подтверждает христианский писатель Павел Орозий. Это 5 век нашей эры. Вот что он пишет. Один из первых ассирийских царей Нин в 2054 году до нашей эры прекратил 1500-летнее господство Скифии в Азии. Ну, совершенно верно. Это как раз после Ноева потопа скифы расселились, и только через 1500 лет там начались какие-то распри, потому что земля уже была занята. Начались определенные войны, и, соответственно, скифы, не воинственные, которые, наоборот, несли цивилизацию, вынуждены были браться за оружие и начинали защищаться. Прекрасно это известно в 6 веке нашей эры. Прекрасно. Но самое интересное, что тот же киевский синопсис сообщает о Мосахе, прародителе славяно-российском. Мосах – 6-й сын Афетова, внук Ноев. Толкуется тоже как вытягивающий, растягивающий, то есть хорошо, который может стрелять из лука в том числе. Отсюда, кстати, Юрий Долгорукий. Он от расширения многих народов и получились как бы его потомки. Московские, славяно-российские, польские, волынские, чешские, болгарские, сербские, хорватские. То есть огромное число народов славянских. Так как этот Мосах по потопа после лета 131 из Вавилона со своими племенами вышел и пошел в Европу, расселяясь над берегами различных морей, в том числе Черного моря. А отсюда в итоге как бы появилась и потомки Мосаха, ну это как бы Москва в том числе. В том числе были освоены Черное море, Дон, Волга, Азовское море, то есть и получилось большое распространение. Так как тот же Афет толкуется как расширение, растягивающее, вытягивающее. Отсюда и Мосах тот же самый. Ну, отсюда и Юрий Долгорукий. По наследию его также и Москва получилась. Народ великий, ну и вся Русь или Россия. От него же и получили свои названия. Это по мнению киевского синопсиса. Друзья, вы знаете, я рекомендую синтезит для энергии и комплексного улучшения всего организма. Это наша российская уникальная разработка, уже признанная в мире. Вы знаете, что победитель Дакара 2026, аргентинец Лусиано Бенавидесу, перед гонкой поделился, что принимает препарат синтезит. Así que bueno, lo voy a llevar siempre presente para este Dakar todos los días. A este suplemento que me ha ayudado un montón, así que bueno, vamos a darle. За 3 месяца до соревнования он попал в серьезную аварию, и синтезит помог ему восстановиться в рекордные сроки.
И вот результат, он первый. Чтобы поднять не только железо, но и энергию и витальность, ускорить восстановление, переходите по ссылке в описании. Там собраны потрясающие отзывы и данные исследований. Сейчас очень хорошая акция идет, скидка на Synthesit Maxi до 40%. Но осталось буквально несколько дней такой скидки. Ссылка в описании под видео. Переходите. Есть еще более неприятная для современных историков подробная летопись от начала России до Полтавской баталии. Она четко описывает, как князья Славен и Рус, они потомки Скифа, основали Новгород Великий современный. А тогда он назывался Славенск. И произошло это в лето от сотворения мира 3113, а от потопа 871. Прежде Рождества Христова за 2387 лет. То есть примерно 4400 лет тому назад был основан город Славенск на месте современного Великого Новгорода. А рядом с ним был создан град Руса. То есть по наименованию князей Славенска и Руса. Вот когда начинается эта история строительства градов. И вот как это описывается, что в лето от сотворения мира 3085, прежде Рождества Христова за 2415 лет, Славен и Рус свои рода отлучили от Эскида Понта, то есть от Черного моря, ну и ходили по странам и вселенным, как бы, где им поселиться. Но непонятно, что не просто так ходили, они как бы осваивали основной торговый путь, потому что основные пути древности это реки, и, соответственно, ничего удивительного, что они попали в район современного Великого Новгорода, и на озере Ильмень, назвав ее именем своей сестры, они как бы основали этот Славенск. Но это было 4400 лет тому назад. Притом, через какое-то время, примерно через 313 лет, гнев Божий был, мор лютый, много людей умерло, и как бы жители Славенска и Руса этих городов стали расселяться по морским островам и за непроходимые великие горы. И расселялись они так, что достигли рек, которые назвали Обь и Лена. Ну, своими именами, как бы, на тот момент князей, их жен, потомков обозначили. Где эти Обь и Лена? Это там же, где и сегодня. То есть это вся Сибирь, вплоть до Дальнего Востока. И названы были эти города примерно 4000 лет тому назад. Нам это очень интересно, потому что эта же книга пишет о том, что через 138 лет после того, как этот город погиб, именно Славенск, туда с Дуная пришли другие потомки славян, болгаров, скифов и основали новый как бы Славенск. Потом эти рода опять же держали в повиновении гигантские территории, и они были хозяевами как бы Северного океана, моря Меотиса, Черного, Хвалынского, то есть современного Каспийского, Балтийского, и владели над дальними странами вплоть до рек Обь и Лена. То есть прямое указание, что многие тысячи лет назад жили потомки скифов, они же славяны и русы, и владели гигантскими территориями. То же самое подтверждает Флоринский в своей книге, которая называется «Первобытные славяне по их памятникам доисторической жизни», которую он выпустил в 1894 году. Он обращает внимание великих так называемых ученых, что накапливая находки из древних курганов в Сибири, они почему-то очень подозрительно похожи на такие же находки из курганов Центральной и Южной России. То есть они одинаковые. То есть когда-то Центральная, Южная Россия и Западная Сибирь жили одной и той же культурной жизнью. И эта жизнь была не просто как бы дикая, это была промышленная жизнь. То есть обработка металлов, обработка разных костей, то есть строительство городов, курганных захоронений. Тут же он обращает внимание, что те находки, которые Шлиман сделал в Трое, они похожи на находки, которые были сделаны в Сибири. То есть это прямая связь троянцев и жителей Сибири. При том, что наука знает, что курганы это как бы традиция скифов по захоронению, но вся Сибирь в этих курганах, но скифам они разрешают появиться только у берегов Черного моря. Кому принадлежат остальные курганы, они тихо молчат. При этом здесь же Флоринский обращает внимание, что как бы эти древности соответствуют именно славянам, как бы западным европейцам они не свойственны.
те изделия, которые в этих курганах находятся. Поэтому нас уже не должно удивлять, что когда в конце 20 века начались раскопки Аркаима, то они открыли арийскую синтажскую культуру примерно второго тысячелетия до нашей эры. И они вдруг неожиданно обнаружили связь с хетской цивилизацией. Потому что те изделия, которые там находились, они им полностью соответствовали. Плюс оружие, плюс колесницы, плюс как бы гадания на печени, опять же, которые они же и принесли и в Италию, и на Ближний Восток. Поэтому некоторые ученые прослеживают прямую связь. Адроновцы, хетты, троянцы, этруски. А этруски — это основатели Рима. Напоминаю, Иван Грозный именно с великими цезарями связывал свою родословную. И это все не просто так. Опять же, адроновская культура, она прекрасно известна. Вот ее территория распространения, то есть это Каспий и далее. Нам это особо интересно, потому что это прародина как бы хетов, которые переселялись и в итоге опять же вернулись на Ближний Восток. Напоминаю, красная стрелка — это откуда выжившие 5300 лет назад начали как бы расселяться, согласно древним учебникам. И фактически они вернулись на прародину свою, ну, примерно через 1300 лет. Опять же, может, им как бы мешала погода. Это надо все изучать, конечно. И вот они пришли на Ближний Восток, и кто у них главный бог? Тархун, хетский бог грозы. Он же отвечает за погодные условия, соответственно, за урожай. Самое интересное, что у славян то наша земля называется дождь-бог Тарх Перунович, а сестра у него Тара. Отсюда дети Тарха и Тара, они тартары. Вот и весь секрет. И отсюда и прямая связь. Плюс у хетов был подобный символ. Слева это птица Ра, то есть первозданный свет, справа рог. Или Рюрик, или Сокол. И название правящей династии Рюриков или Соколов. И этому символу тысячи и тысячи лет. Ну, 4000 лет как минимум. При этом наука прекрасно знает, что саки — это собирательное название группы ираноязычных кочевников. Примерно первое тысячелетие до нашей эры. Они известны в скифских, в древних источниках, потому что они родственники скифов. Да это и есть скифы, только скифы как бы Сибири, скажем так. Перед вами изображение этих скифов, и мы видим, что это обычные белые люди. Они там прекрасно живут и существуют. Плюс о скифском народе саках в 1871 году вышла книга Григорьева. Он находил как бы отголоски пребывания саков в Китае, Индии, Иране, Средней Азии, Кавказе, Крыма. И неожиданно для самого себя он, оказывается, выяснил, что это было славяно-арии. Вот и весь секрет. Хотя там как бы ничего удивительного нет. Это для нас это сегодня удивительно после множества обрезаний рас истории. Опять же, великий хан в атласе Азии Николаса Самсона, 1653 год. Вот он слева. Великий император Тартарии, обычный белый человек, богатый, суровый правитель, кому-то продал какую-то часть Китая. Не путать с Чинаем. Нация тартар исходит из страны, именуемой Великая Скифия, которая некогда владела Третьей Азией, множество земель в Европе, включая Сарматию. Азиатская Скифия включает в себя провинцию Сирик, то есть Шелк, а также Катай и Чагатай. То есть, это современный как раз Китай, скажем так. Поэтому уже прошло 8 лет, как я показывал настоящий вид так называемых татаро-монголов, потому что здесь вы видите и Тамерлана, и Чингисхана, их настоящие изображения. Это обычные скифы, никаких там чинайцев нет. И как это произошло, почему Скифия стала Тартарией, опять же мы видим в этих же источниках. Первых из великих ханов или императоров Тартарии был Чингис, который в 1162 году изменил Скифия имя на Тартарию. Пятый после него был Тамерлан или Тамир-хан. Все. Опять же, мы, как посмотрим на древние карты, а именно перед нами карта как раз 17 века, мы видим, что название Тартар от реки Тартар, которая на современной Чукотке. Там обычные белые люди, они там строят эти курганы, пирамиды и прекрасно живут. Вот нам что говорит Дионисий Питавиус в географическом описании мира к всемирной истории, 1659 год. Тартария, в древние времена известная как Скифия, по имени первого правителя Скифа, которого начало называли Магогус, от Магог сын Яфета, потомки которого и заселили эту страну, называются своими обитателями монголами.
Тартария называется по имени реки Тартар, которая омывает ее большую часть. Это огромная империя, которая простирается на 5400 миль с востока на запад и на 3600 миль с севера на юг. Поэтому ее хан-император владеет многими царствами и провинциями, содержит великое множество хороших городов. Ну а то, что вам опять будут рассказывать, что это кочевники, которые всю жизнь живут на заднице у лошади. Зачем? Непонятно. Давайте перейдем к еще более удивительным фактам. То есть это не только Дальний Восток, современная Чукотка, но и в Америке. Потому что, опять же, книги еще 18 века для российского дворянства вот что пишут. В земле, которая лежит напротив Чукотки, есть народ, полностью соответствующий россиянам. Он не только бородатый, также одетый, ну и делает те же самые изделия, и чукчам продает. То есть между россиянином и этим народом нет никакой разницы. В этой же книге дается ответ, как они там оказались, потому что откуда произошли перемены в части Америки. Скифы пришли в Америку от севера, разорили все, что там завладели финикианцы, и выгнали их оттуда. А это было примерно 4000 лет тому назад. Но даже на картах 17 века Северной Америки мы видим подобные изображения, где какой-то бородатый мужик в каяке охотится на уточек. Если приблизить эту картинку, вот они скифские шапки, вот они лапти, вот эти бородатые скифы обычные, которые как бы на Атлантике охотятся на уточек. Приплывают так называемые европейцы, и, пожалуйста, вот они, эти скифы. Справа амазонка, опять же, из французского архива. Белокожая голубоглазая женщина, которая и живет в районе реки Амазонки. Ее именем и названы. Если мы посмотрим на территорию Америки на картах 1570 года Артелиуса Абрахама, мы видим огромное количество так называемых античных городов, они же скифские. И теперь понимаем, почему на Чукотке был как бы центр Тартарии. Потому что шла торговля. Опять же, контролировали торговый путь, который шел вдоль морского побережья. Вот эти корабли, которые торговали, как бы везли товары. Если мы посмотрим на космологию Гильяма Летесту 1555 года, вот они в Перу танцуют гиганты, белые люди. Кстати, Перу это именем Перуна, она же империя. В этой же космологии в Бразилии опять же белые люди, гиганты. Ну и там же амазонки белые. Про которых мы опять же спросим у Мавра Арбини. И вот что он пишет. К светлости славы рода славянского прилагается храбрость жен. А более всего амазон, которые были женами сарматов славян. Жилища их были при реке Волге. Между Меланхинами и сербами, которые тоже были славянами. Когда же погубили множество их мужей, они взяли оружие, ну и пошли мстить тем, кто подлостью убил их мужей. Они продвинулись ратью в Азию, прошли с оружием своим, победили до гор Кавказа, потом обошли всю Асию Меньшую, взяли под иго Армению, Галатию, Сирию, Киликию, Персию с иными множествами областями осийскими, где утвердили свое обитание, построили множество городов. Опять же вам рассказывают про скифов, рассказывают про тартар, что это все кочевники. Нет, они могли перемещаться быстро, но там, где они находились, они строили города. А зачем нам это надо? Пожалуйста, карта Фрау Маро, 1459 год. Амазония находится на месте современной Москвы. И вот это от прародителя Мосеха плюс амазонок, и получилась Московия. Вот и весь секрет. Ну, а почему вы этого не знаете? Потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Поэтому нужно заниматься саморазвитием и смотреть новые оцифрованные архивы. Плюс археологию. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах.
Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины. Именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.